Вот он, край земли. Вот он, край земли, который я так давно хотел увидеть. Я добрался до этого места, чтобы поставить здесь русскую баню и показать вам красоты и величие нашей необъятной родины. Для себя я нарисовал некоторый план, от которого я буду отталкиваться. Мне нужно найти место, где я поставлю баню, затоплю печь, попарюсь, ну и, конечно же, искупаюсь в Северном Ледовитом океане. Также я хочу пообщаться с местными жителями, для того, чтобы понять, как здесь живут люди. Первый день своего путешествия я с помощью местного жителя Александра на снегоходе отправился осмотреть окрестности и береговую линию океана, чтобы выбрать самую-самую красивую локацию для моей бани. Отправляемся на разведку. Сейчас сначала надо найти место, где я буду ставить баню. Едем вдоль моря, пойдем через озера, найдем какое-нибудь супер красивое место, а завтра уже будем ставить. Вот он, Северный Ледовитый океан. Вот он, Северный Ледовитый океан во всей его мощи. Вот он, посмотрите. Посмотрите, какая сила, какая мощь, какая красота. Это, конечно, просто бомба. Это такая пушка. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, но ничего не сравнится с мощью Северного Ледовитого океана. Та энергия, та сила, та мощь, которая здесь ощущается, но это, конечно, ни с чем не сравнимо. Энергия океана, которая с каждой волной накрывает тебя. У меня улыбка до ушей, я переполнен просто эмоциями. И где-то здесь будет стоять баня. Настоящая русская баня на дровах. Я попарюсь и искупаюсь в этом мощнейшем океане. Я не знаю, правда, как я это сделаю, пока это все мои эмоции и фантазии. Но то, что это произойдет, это факт будущее. Пока у меня только один вопрос. Я не взял с собой спасательный круг и веревку. Поэтому пока я не понимаю, как я буду здесь купаться. Из воды торчат очень острые камни, скалы. И, конечно, я понимаю, что как только я туда зайду, меня там просто размажет. Поэтому буду додумывать. Ребята, едем, встаем с дивана и путешествуем по нашей стране, по России, матушке. Вы об этом не пожалеете, точно. Как же тут красиво и величественно. Жесткие и мощные условия жизни. И в первый же вечер я поговорил с местным жителем Александром Носовым о жизни в столь суровом климате. А ты сколько здесь живешь, получается? Ну, сколько здесь, наверное, с 14 или с 13 года. А лет, вот так вот, мы приезжали. Нет, вот чтобы ты живешь, вот что. Да, вот мы это второй год. Второй год. Да. Ага. Слушай, ну место-то такое не самое, скажем так, по природе, по теплу благоприятное. Что вообще заставило, какая мысль тебя навела вот уехать в такую тут дичь на край света? Это же край света. Это, Андрей, ну, я пенсионер с женой. Ну, мы нормально это можем рыбачить в рамках закона, да, и зарабатывать очень приятные и приличные деньги. Угу. Вот и все.
Понятно. Вот. А то, что холодно, ну, везде холодно. Бывает и тепло и здесь, да. Слушай, ну люди, многие уезжают, например, из Северов, там куда-нибудь в Краснодарский край. Ну. Понимаешь, что на Я мандарины это выращивать просто не умею. Я понял тебя. Вот. А тут, да, ребята, тут очень тяжелый труд. Даже не тяжелый, а это просто рабство. Вот. Но иногда получается, что и по 25 тысяч в день мы зарабатываем, и по 50 тысяч в день зарабатываем. Но иногда бывает, что по 10 дней просто ветер дует. Это ветра. Все. Ну, скажем так, получается, что ты занимаешься любимым, но тяжелым делом, Да, которое тебе да. еще при этом приносит доход. Да, очень хороший доход. Ну, вот у нас спрашивали, ну, как бы, от правительства, от и губернатора, вот, они не могли вот это озвучить. Угу. Вот как так вот, ну, вы же ловите, вот, то есть у нас это допустимо 100 килограмм. Я поймал, ну, съел я, это я им в открытую сказал, и вам, вот, и лукавить даже не буду. Вот, ну, рыбину съел, пускай там 5 килограмм, там, что-то там, ну, переработали, там что-то, ну, закоптили, ну, 10, а 90 осталось. Я не скрываю, мы продаем, потому что у меня флот официальный, бензин официальный, все официально, вот за все это платим. При том, как у нас пенсия тоже официальная, но она равна при 45 лет стажа, вот, она равна 25 тысяч. При 45 лет стажа в трудовой книжке. У меня трудовая книжка с 16 лет официальная, ребята. Вот, я отработал честным трудом, да. Я, оказывается, 500 рублей в год я не заработал себе. А тут мы с женой, мы можем приятно жить, прекрасно питаться. Ну, хорошо трудиться приходится, да. Но при этом мы можем вот так вот жить. Очень много храбрецов-то приезжает, очень много. Ага. Это там сюда. Ну, во-первых, этим тяжелым трудом, чтобы заниматься, вложения требуются. Вот. Слушай, ну тут, знаешь, как бы даже если у тебя есть вложение, у тебя как минимум должен быть вот такой вот стержень внутри. Да. Тут вложение вложениями, да. Но если у тебя нет этого стержня... Если тебя еще в море уносит, то все, ребята, вы, вот как ты сказал, езжайте в Краснодар, да. Вот, и разводите там, мандарины. Да, мандарины или там чечевицу какую-то. Да. Вообще уже, в море уходишь, там есть, ну, как бы, свои уже определенные там фишки и тайны. Вот. Люди экономят, на чем вообще нельзя экономить. Скажем, вот покупают шнур, вот, и наматывают 300 метров. То есть, ну, намотки есть, 300-500. А надо это мотать 500. Но дороже, вот, ну, зато надежно. Оказывается, по той простой причине, что если в море у тебя обрыв, потому что там, ну, то за трал, то за что-то еще зацепишься, или вот этот же палтус, вот, и все, и тебе снасть уже не поднять. Вот, ты туда, и, короче, ты обрезаешь. Эта рыбалка происходит от 80 до 160. То есть, ну, где-то это в этих, да, пределах, ну, до 180. Это плюс еще снос. То есть, и сбрасываешь иногда там 200-220. То есть, и один обрыв, все, ты остался. Вот, а уходишь черт знает куда. Вот, и все, и ты ворачиваешься. Впустую, короче. С носом, да. В море, ну, вот, именно ребята на эту рыбалку на самом деле вот ходят. Это на самом деле бесстрашные люди. Бесстрашные. То есть, потому что там вот ты уходишь, ну, рыбачим мы в поплавках. Ну, это, ну, как бы роль-то, это тоже не играет особой. В поплавках, в смысле, в жилетах? Нет, жилет это жилет, это так, это комбинезон. Комбез, да, это полностью. Ну, он, ну, то есть ты продлишь это мучение, ну, на минут 15. Вот, а так, вот лучше так вот, как она одета, ну, на голое тело. То есть бульки, 1 минута и нет. И все, да. Да. И это так, ребята, я вообще, вот, честно скажу, я по жизни, я на жизнь никогда не жаловался. Вот. А тут вот, я говорю, мы просто, то есть вот мы кайфуем. То есть, живете в удовольствие. Да, вот на самом деле, Андрей, вот если бы
Вот, то есть у нас вот так вот в этой Как страна-то фильмы богатейшая. показывают, Да. счастливые Да. люди. Ага. Вот так вот и мы Да, здесь. да, то есть мы сейчас вот, Круто. да, мы вот зашли сейчас, Нас это всё просто, устраивает. жена говорит, вот, ну надо нам телевизор купить, вот, ну, на телевизоре скучно, потому что по телефону Да не уже скучно, надоело там скучать смотреть, особо да. некогда. Ну, вот. А палтус есть, ну надо, это пирожки из палтуса, это духовку надо, то есть, ну, как бы, пошли купим. Но на работе я так бы себе, честно говорю, я позволить бы не мог. Ну, вот сходу прийти, там 16 тысяч отдать, так вот. Ну, то есть, А есть какая-нибудь мечта? мечты Да, вот о чем мечтаете? о здоровье. О здоровье. Да, что больше ничего не надо. Как здоровье? По сути, да, как вот, знаешь, вроде бы выпьешь когда так вроде бы получше. Потому что самое главное быть в движении. Конечно, мне 7-й десяток. Движение – это жизнь. Да. Да, это Я важнейший момент. У меня ребята вот тут, я даже, не хвастаюсь, приезжают вместе рыбачим, там и вологодские, там это всяких, по 38, по 40 лет. Дядя Сань, ты, говорит, это обманываешь. Я говорю, что, о чем речь? Что тебе 7-й десяток? Я говорю, да. Да иди, ты врешь. Я говорю, ну давай иди, поспорим, что ли, на ящик водки хоть, а так-то что? Ну, паспорт когда видят, да, говорит, да мы, говорит, уже в жопе. Вот, ну, во-первых, очень, труд-то в чем? Ну, вода, во-первых, и условия холодные, сама вода уже высасывает. Вот, а находишься в открытом море, от 8 до 12 часов. И с моря ты когда пришел, это не значит, что все. Да. А в море идут, чтобы заработать деньги. А чтобы заработать эти деньги, надо рыбы поймать. А рыбы поймать много надо. То есть 100 килограмм это 25 тысяч. Вот, так. Кто за 20 продаст, кто как там. И потом же ее еще надо обиходить. Да. Вот, ее надо шкерить, то есть все это дело, то есть до логического конца, то есть этот процесс, вот это не значит, что с моря пришел, и вот тебе на и езжай еще. А за тебя эту работу, опять же, Андрей, еще здесь... раз сделаю, да, потом я с печенью ложиться спать, а я еще всю ночь до утра подумаю. Особенно, когда, если 3 дня подряд хорошая погода и хорошая рыбалка, потом начинаешь вот это место кусать. Потом ждешь уже быстрее бы ветер, чтобы заштормило, чтобы выхода не было. Да, уже там. Чтобы была причина, чтобы этого не делать. Чтобы уже, как, скажем, тайм-аут, отпуск чуть-чуть. Да. Вот. Ну, а шторм, когда что там, свободно от работы время, друг к другу в гости, туда ушел, оттуда привезли или принесли. Тут все так. Это, у моряков такой... это жизнь, да. Да, образ жизни такой, потому что, да, то есть... однако, если ребята все знают, что завтра в море, то есть, что погода есть, то все, пьяные, все, пьянки прекращаются, ни за кем бегать, с кнутом не надо ничего. Раз, все, утром смотришь, все по очереди. Море не любит ни пьяных, ни ошибок. Да, ни глупых, ни дураков. Да, там. Что сделало тебя таким, какой ты есть? Ребят, что меня сделало? У меня родители, я и родился на лесоучастке. Родители простые, рабочие. Отец на лесовозе всю жизнь, мать в пути. Сейчас вот ужас, что творится. Вот я хочу вот это дело озвучить и подметить. Но чтобы получить оружие, это надо пройти круги ада. Почему-то нас всех стали считать там вообще, неизвестно как. Не то, что нас стали считать, а просто стали видеть в этом некую определенную угрозу, потому что население-то вооружается. Это неправильно. Понятно, да? Вот. У нас ружья, винтовки, все что угодно у нас вообще никогда не закрывалось. Никогда. Или висело на коврах, или лежало под диваном. Да. Все, я был, отец мне дозволял стрелять с 5 лет. С 5 лет не самостоятельно, а уже в 8-12 лет единственное, что с отцом шла ругань. То есть, не ругань, а табу было. То есть, это твои патроны, это мои патроны. То есть, вот ты на тебе порох. То есть, и это не то, что было и дозвол, это еще мы и учились. Единственное, что родители всегда объясняли технику безопасности, что надо. И у нас на лесоучастке, Андрей,
мы рыбачили с 5 лет, рыбак уже 12, уже рыбак уже такой вот. Никогда никто не тонул, рыбачили на плотах, никаких там резиновых даже лодок. Вот. И то есть у нас, ну, это было как ну, у детей, как классные игрушки. Вот. А чтобы эту игрушку как бы получить, родители уезжали на работу, вот, пока не переколешь, там, 2 куба, вот, и не уложишь. Вот. Ну, сначала, естественно, что в это кололи. Это имею в виду. Вот, все. И не дай бог родители, это после работы, вот, а это не сделано. Мы собирались все ребята дружненько. Там, ты, там я, это все друзья. Сначала тебе, потом мне, а потом я знал, что у меня воля. Вот, и мы уходили, и костры, то есть, ну, вот, и Нормально жили в лесу, да. Вот ягоды, грибы с родителями, естественно, уже принимали участие и в охотах, все, и то есть, вот, и как вот сейчас мне 62 года вот сейчас будет. Вот, как я без охоты. По поводу оружия это глупо. Это глупо. Кто хочет, тот найдет и застрелит. Или найдет и зарежет. О чем и речь-то, что вот ты должен прийти в магазин за хлебом, а тебе навязывать вот этот участок. Если ты себе сам откроет, то он тебе не нужен, и ты его никогда не будешь обихаживать. А есть у нас очень много ребят, людей, кто вот хочет. Все, отдайте. Да. Все, и у вас вот, то есть, и цвет, и все. Там какой-то, ну, разумный просто, ну, налог, и все. Да. Что нам надо? Мне дай воду, электричество. Да. Газ дашь, но не дашь, да и черт с ним, я сам привезу его, вот, электричество, все. Ну, вот. И ради бога, чтобы вы не думали, что я такой там... Наши власти не могут себе представить, как-то вот, о чем мы это общались, что я 100 килограмм я трески поймал, одну там рыбину или 10 кг съел, а 90 продал. А налоги-то я не плачу, ну... Твою мать, ну как же так? А то, что я бензин покупаю, все это дело, это официально. Так ты тогда вот поставь тут какую-то птичницу, пускай она эту рыбу просто принимает по разумной цене. Вот и все. Да. Да. И почему самый считается шикарный бизнес, вот, соседние страны, это детишки занимаются этим бизнесом. Просто дети. Они режут языки. Это укумши. Это их бизнес. Да, и зарабатывают замечательные деньги. Замечательные деньги. Да, тресковые языки это деликатес. Да, вот. И детский бизнес. Вот, прошлый год же мы выходили, вот я и Ира, мы приезжали на пресс и конференцию, это видео с Чибисом. Вот. Нам запретили выходить в море. Все. И червоновирус. Вот, я говорю, что это такое? Ну, коронавирус. Коронавирус. Я говорю, Андрей, это Владимирович, я говорю, вот если вы нам даже запретите в море выходить, вот это Ира свидетельница, вот это Руслановна, вот, мы, говорю, отсюда не уедем. Он, а почему? Я говорю, а потому, что я здесь, говорю, мне нравится здесь жить, это раз, я тут себя чувствую в безопасности. Вы, говорю, шторку в кабинете откройте, пожалуйста, в своем. И со шторки видно прям белокаменка, где этот и коронавирус прям цветет. Вот. А вы увидели здесь, говорю, простые рыбаки. Вот. У нас тут такая возня была. В море. Ага, в море, вот. Я говорю, так мы вы сами приедете. Вопрос, мы там кого сами приедете. Или, говорю, пришлите особо, может, есть там по образованию кто-нибудь, я не знаю, нам-то дебилам, просто разъяснит. Если я один выйду в море, ну, треску поймаю, встречусь там с китом, там о том, о сём мы с ним там туда-сюда. Через 12 часов я приду. Что я плохого туда увезу и что я плохого оттуда привезу. Подпрягли ФСБшников, ну, это погранцов. Началась, Андрей, вот, началась просто машинная возня. Погранцы как дебилы, блядь, и бегают 6 листов постановления. Нам в морду тыкают туда-сюда. Нам сходу влупили от 15 до 40 тысяч штраф. То есть, если ты вышел, то есть... Я говорю, это, ребята... Они запретить не могут. Выходи, мы им сообщаем, мы обязаны уведомить их, что мы выходим в море. Официально они, то есть вот... Они запретить у меня все официально. Ну, по приходу они нас предупреждают. Но вы вернетесь, мы вам сразу штраф. А они встречают. Вот бились, и в конечном итоге мы добились. И то благодаря меня,
что вот я очень в хороших отношениях с Еленой Руслановной, то есть вот она говорит, Федорович, говорит, я за вас, потому что она сама рыбачка, она из рыбаков, то есть она не то, что там какая-то фифа, она рыбачка сама баба. Я, Саня, говорит, за вас. Вот. И вот благо, что ее поддержка, там, давай вот, то есть мы как-то отстаивать вот это там, и они вот и на то, и на сё, и вот, то есть списком, то есть, чтобы, а мы тоже приехали сюда, я приехал сюда деньги зарабатывать, я приехал здесь, я бухаю, я живу здесь, вот. А подъема-то нету, Андрей, это грубо, это териберка тогда. Вот. И вот с горем пополам мы, то есть у нас крови тут и пота ушло. Вот если откинуть, да, вот эти все моменты, там, деньги там и так далее, вот в целом на душе, ты живешь счастливой жизнью? Андрей, сейчас я вот вам честно опять же отвечу, что я вот год уже вышел на пенсию, я что-то так, мог бы раньше уйти, что меня что-то придерживало, а сейчас вот я просто счастливый. То есть я вот захотел, с вами поехал, покатался, то есть захотел, вот, вообще сегодня, это возьму, вообще ничего не буду делать. Вот. То есть и я живу так, как мне душа подсказывает, и все. Мне надо вот заработать там, жене цветы купить, скажем. То есть я поехал и заработал. Да. Прям здесь же. Вот. Да. Мне не надо там в 6 утра это подниматься. Самое главное, наверное, в этой жизни все-таки, мужики, главное, что ты своими руками знаешь, какую работу ты делаешь. И ты эту работу правильно делаешь. А на производстве тебе все мозги вынесут, чтобы твоими руками, разгребать просто-напросто что-то говно. Вот. А тут такого нет. То есть, ты знаешь, что тебе рыбу надо идти ловить, ты прекрасно должен это понимать, что тебе надо лодку заправить, там, это подкачать, это зарядить. Все. И, то есть, то есть делаешь свою работу. Ко всему прочему, мы говорим еще об определенной свободе. Конечно, свобода. Да, и полнейшая просто свобода действий. Вот и наступил второй день моего путешествия. И для того, чтобы прочувствовать все величие и силу местной природы, и, конечно, испытать себя, я решил пройти путь до океана пешком, с санями. Нелегкое это дело, я вам скажу. 20 километров вдоль берега океана, мимо вот таких скал, пройдено около 7 километров, 1/3 пути. Фу. Но, честно говоря, сила-то уже на исходе. Погода мне благоволит, красотища нереальная. Выглянуло солнышко, хотя там, на океане, буйствует шторм. Меня это нисколько не пугает. Пройдено процентов 80 пути. Короче, осталось чуть-чуть. Доберусь до места. Немножко отдохну, перекушу. И приступлю к делу, к строительству баньки. Добрался до океана. Погода очень сильно испортилась. Сил вообще нет. Осталось чуть-чуть. Последний рывочек надо совершить. Ребята, как же я сильно устал. Все, вот она. Последняя, сука, 100-метровка до океана. На океане такой бардак. Волны огромные. Метет снег. Так хочется жить. Я добрался. И вот где-то там скоро, мои друзья, будет стоять баня. И я буду париться.
Первый я решил перенести печь. Все осложняется тем, что на том месте, где вчера я нормально проходил, сейчас прилив, все затопило. И поэтому приходится прыгать вот через такие скалы. Очень скользко, все замороженное. Немножко отдышался. Конечно, уже полегче. Первый я несу палатку. Таких переходов у меня будет где-то 5-6 штук. Вокруг вот такая красота. Текут вот такие ручьи. А мне вот идти туда, на самый мыс. Смотрите, какая красотища здесь происходит. Смотрите, что тут происходит. Обратите внимание на вот такие вот тут треугольные интересные выемки. Такое ощущение, как будто это что-то рукотворное. Не верится в то, что это сделала природа. Вот, посмотрите, какие треугольные выемки. Некоторые треугольники, они имеют прям идеальную форму равнобедренного треугольника. Вчера я вот тут шел. Сегодня, видите, здесь все затопило. И мне сейчас интересно, что будет там, где я наметил место для купания. Я хотел вот здесь тут купаться. А сейчас прилив. И, конечно, меня оттуда снесет и просто размажет по скалам. Поэтому буду надеяться, что пока я поставлю баню и стоплю ее, наступит отлив, я буду ставить палатку здесь. Мне кажется, вполне достаточно. Кайф! Ха-ха-ха! Я добрался, я только что понял, что я добрался. Вот и банька готова. Смотрите, какая красотища. Сейчас все поправлю, расправлю. Здесь будет стоять печура. Баня стоит. Пришел за камнями. Собираю, короче, все подряд. Все, что попадается под рукой. Ну, посмотрим уже, как это все будет себя вести в печке. Да, только я решил, что я буду вот здесь вот купаться. И тут пришла вот такая волна, и я понял, что если я туда сунусь, да мне хана сразу нахрен будет. Поэтому я пока не знаю, что делать. Но как минимум я пойду, наверное, окунусь в то озерцо, что ли. Потому что, ну вот лезть в эту пучину, да, конечно, я отчаянный, но не самоубийца. Умирать я сегодня не готов. Я, честно говоря, не до конца осознаю, что я нахожусь здесь. Здесь баня. Баня, кстати, топится, там уже довольно-таки тепло. Распогодилось. Я снял очень красивые кадры на дрон. Вот. И единственное, что я пока не понимаю, что делать с океаном. Потому что, конечно, ну, я обещал, что я искупаюсь в океане. Получается, что пока с купанием как-то не задается. Температуру поднял где-то примерно до 60-70 градусов. Печка работает отлично, хотя, честно говоря, печка полная Г. Такие вещи нельзя ни продавать, нельзя покупать. Товарищи производители, это, конечно, ну, это убогая история. Вот, за это вам надо и руки, и ноги повыдергивать. Вот, еще и голову с плеч снести. Потому что, ну, это вообще не дело. 15 тысяч за 15 килограмм говна. Низкосортного, тонкого металла, типа нержавейки, которая начинает вести, обрывается все. Вот, отваливаются детали в режиме онлайн, так сказать. Ну ладно, мы сегодня не про негатив, а про позитив. Напомню, я нахожусь на берегу Северного Ледовитого океана. И сейчас я уже приготовил веничек. Сейчас я
начну париться и получать удовольствие. Отдадим парку. Первый пар. Хорошо то, что ничего не взорвалось. Ну, пока не взорвалось. О. Ну, я скажу вам, друзья, неплохо, неплохо. Край земли для таких северных условий очень даже достойно. Здесь пар не уходит, держится, и поэтому можно неплохо погреться. Ой, прекрасно. Хорошо, такая. Вот она, силушка-то русская! Вот он, дух-то русский где! Вот она, силушка богатырская! Вот она, мать природа! О! Природа-матушка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну что, на выход, друзья! На выход, вперед! Как бы я ни сопротивлялся, но пора идти. Я уже замерз, в принципе. Не знаю, как сейчас буду окунаться, но я уже весь, извините за бедность речи. Она какая-то холодная. Она очень холодная. Она нереально холодная, друзья. Она просто нереально холодная. Смерть человека в воде 0,2 градуса наступает от 1 до 5 минут. Фу, она очень холодная. Очень холодная. Она немыслимо холодная, друзья. Она очень холодная. Посмотрите, какая красота. Куда я залез? Смотрите туда. Что происходит? Я в шоке. Северный ледовитый океан. И я, Андрей Парова. О, вот это приходик. Вот это приходик. Бам-бам-бам-бам. О-о-о-о. К моему большому сожалению, я не искупался в океане и немного расстроился. Я не привык отступать и решил на третий день, буквально за несколько часов до самолета, снова рвануть на океан и снова поставить баню, чтобы совершить задуманное. В этом мне помогли местные жители. Это было тяжело поставить баню при таких условиях, при такой ветровой нагрузке. Обзор на палатку я обязательно и на печку я обязательно сделаю позже. Океан сегодня очень недобрый. На заднем плане тучи. Океан холодный, суровый. Камешков побольше. Поэтому я думаю, что будет все великолепно. Буквально через, я думаю, часок мы уже об этом во всем узнаем. 10-15 минут подремать, может 20-30, потом попить чайку, ну и уже будет видно, насколько сильно все прогреется. В принципе, уже печка горячая, камушки шипят потихонечку, я думаю, еще часок начнем париться. Греемся.
Мы с Андреем Ивановичем чаек пьем. Поспал хорошо вообще. Минут 20 удалось поспать мне. Вот. Ну и что, мягкий, плавный, равномерный прогрев. И готовлюсь к океану. Вышел в туалет. Конечно, холодрыга там жуткая. Ну реально очень холодно. Честно говоря, ну мало есть желания бежать окунаться пока. Раз приехал, надо крепиться, как следует погреться и вперед. Я сделал это! Северный Ледовитый океан! Я люблю тебя, жизнь! Живите! Изо всех сил! Кайфуйте от природы! Не бухайте! Друзья, это был непростой выпуск, это были непростые съемки. Я надеюсь, вам понравилось. Понравилась красота Северного Ледовитого океана, красота этих мест. Живите яркой жизнью, дышите полной грудью, топите изо всех сил, потому что ваша жизнь может завтра закончится, а может сегодня закончится. Так же, как и жизнь рядом находящихся с вами людей. Дорожите ими, любите их и не забывайте про себя. Не забывайте о том, что именно сейчас надо жить. Именно сейчас надо дышать полной грудью и топить. С вами был Андрей Паровар. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые выпуски на моем канале. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я вас всех люблю. Пока. Друзья, русская баня, как любимая женщина, достойна лучших мест. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, где на территории Российской Федерации возможно поставить лучшую русскую баню, пишите в комментариях, либо мне в директ, и я обещаю, что в лучших местах я ее обязательно поставлю.